Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее. Что или кто появится неожиданно? Как изменится ваша жизнь за период Урана в Близнецах? Уран– ваша планета-управитель, вы знаете. Да, это планета, как и трансформации, инноваций, неожиданных перемен и нового вкуса к свободе. Вот может быть и для вас какой-то совершенно новый план. Может быть и план этот уже где-то был давно, но с течением времени дополняется некоторыми деталями. Вот давайте и узнаем. Достанем 3 карты, как неожиданности, да, если заявили, кто или что появится неожиданность. Может быть, такой будет у нас вопрос, как вот в каких сферах жизни будет кто-то или что-то появляться неожиданно. 3 карты достанем. Я же хотела бы сказать, что вас это касается, как бы, этот транзит 5-го дома гороскопа. Это период обустройства темы дома, вашей, может быть, и личной жизни, эмоциональной где-то безопасности, семьи, безусловно. Может быть и перемены в жилищных вопросах, то есть все то, что где-то у нас связано с домом или отношения с близкими. Уран помогает вам перестроить материальную базу, ваше благополучие, укрепить что-то, может быть, обновить или что-то видоизменить по работе, или новые способы заработка, особенно по Урану в Близнецах. Это ведь у нас идут цифровые технологии, интернет-технологии. И вот Урану очень комфортно в знаке Зодиака Близнецы, потому что как и Близнецы, так и вы, это все стихия воздуха, это где-то легкость на подъем, это интерес, любопытство к жизни. И это очень сильный побудительный мотив. Менять что-то в своей жизни. Что-то доброе, хорошее хочется сказать. Даже если меняется, то только лишь для того, чтобы вы как свою индивидуальность могли подчеркнуть. Ну, давайте мы с вами спросим. То есть перемены, вы сами понимаете, неизбежны. И что идет? Перемены всегда будут ознаменовать то, что что-то уже не имеет смысла. Вот мы и знаем, Уран забирает как раз то, что не служит нашему прогрессу. А что придет взамен? Если одно уходит, то что придет взамен? И следующая карта, что спешит в вашу жизнь? Может быть, как новое что-то, именно спешит. В чем ваша сила, мои дорогие водолеи, или что получится осуществить? Вот интересную карту с вами такую достанем. Неожиданный поворот судьбы. С чем, с кем это связано? И к чему приготовиться, как и карта совет. Но точно так же, может быть, нам карты подскажут, что туда на начало 2027-го вам ожидать от высших, от небесной канцелярии, от высших сил, вот именно от планетарного этого транзита. Ну вот если говорим неожиданности, смена закона, к примеру, башня, да, трактовка совсем не та, которая в колоде Таро, но это система иерархии. Для кого-то из вас получение документа необходимого, необходимой подписи, может быть, не одной, не один документ, у кого-то сертификат, какие-то важные согласования, оформление, может быть, вашего личного дела, творчества, бизнеса. Но это мы именно согласовываем с кем-то. Потому что башня, если и есть система, стало быть, нам самим, может быть, нужно и совершенно необходимо что-то сделать, ну, юридически правильно, грамотно. У кого-то эта карта совпадет, когда, к примеру, даже в личной жизни что-то может решаться путем оформления некоторых документов, да. Ну, что это такое, давайте. А вот посмотрите, тут у вас как-то интересно, карта парк. Это всегда очень много общения. Иногда это правда, может быть, много перемещений будет. Кто-то из вас может оказаться как в дальних далях. Может быть, много будет каких-то дорог. Может быть, много будет совершенно новых людей. Люди, которые говорят на разных языках. Новые какие-то контакты. И вы будете, скорее всего, рассматривать разные варианты, к примеру, даже вашего пребывания. Пусть это не у каждого проиграется, но вот у кого-то может проиграться очень активно. Кто-то может, знаете, как искать место вашей безопасности. Там, где вы можете свои таланты раскрыть, но и там, где вам наиболее комфортно, это точно. Карта книга, и это у нас 2 колоды сегодня Чиру Маркетти. И
великолепный автор и знаток символов. Обратите внимание, в Ленорман книга – это тайна. То есть это то, что мы должны узнать, изучить, ну, может быть, или научиться чему-то. Но здесь еще и часы, циферблат изображен. Как будто наступает такое время, как и обучаться чему-то, так и рассматривать какой-то альтернативный вариант. Где-то карта подсказывает, что на лад быстро не пойдет, да? Нужно время. Точно так же, как и по карте башня, быстро мы не можем осуществить какое-то согласование, ну или даже нужно составить один документ. Такое тоже бывает. Обращаемся в какую-то инстанцию, к чиновникам, и нам говорят, все прекрасно, окей, но для того, чтобы эту бумагу получить, ты мне еще 5 там других каких-то принеси. Бывает такое, да? Поэтому где-то на всякий случай себя настройте, что, ну, могут быть вот такие вот коллизии. Но есть еще и такой момент, что сами по себе новые люди приходят в зависимости от ваших интересов, от вашего общения. Где-то новые люди вам приносят, ну, знаете, как новое видение мира или вашего какого-то вопроса. Для кого-то из вас может, знаете, совпадать в нашу цифровую эпоху, когда вы запускаете интернет-проект. И, может быть, это то, чем раньше вы вообще не занимались. Тогда вы будете тут и согласовывать, и изучать, и общаться. Много общения, это точно. Но, может быть, и каждого, ну, не буквально каждого, но многих из персонажей, если люди думают не так, как вы. Может быть, вы где-то и действуете с опаской, да, все же башня показывает иногда, если мы сделали, например, что-то правильно, с юридической точки зрения, тогда мы спокойнее спим, нас закон бережет. Вот, может быть, этих изучений разных направлений или оформлений у вашей жизни до конца 2026 года будет не одно какое-то, да, событие, а сразу несколько. Какое еще событие или какая неожиданность, в какой сфере жизни, что или кто появится неожиданно. Но тут вообще у вас все неожиданно. Карта Солнца, мои дорогие. Это какое-то совершенно иное направление в 2026 году. Хочется сказать, вы сумеете осуществить или приступить как минимум к какому-то проекту. Тогда приготовьтесь одновременно как минимум, ну, до конца года, а то еще и пару месяцев в 2027. Это, знаете, как активные поиски, может быть, да, может быть, как партнеров, может быть, и бизнес-партнеров, или активные поиски каких-то знаний, как это сделать вам на практике, ваше желание, как это воплотить в жизнь. То есть это не за пару дней, это не за пару месяцев. Карта нам говорит о том, что, ну, этим определенно стоит заниматься, потому что для вас это новое качество жизни. Изобилие, процветание, достаток. А вот и правда, мои дорогие. Если есть какие-то идеи интересные, определенно либо просчитать, подумать. Может быть, если кто-то занимается чем-либо подобным, посмотреть, как это получилось у другого человека, переложить это на ваше видение. Да, шедевр можно создать. Неважно, чем вы тут будете заниматься. Давайте еще одну карту. Но я не исключаю все-таки по аркану Солнца. И новые люди нам сказали, кто знает, новые люди будут до конца 2026 года в вашей жизни. Но может состояться какое-то судьбоносное знакомство. Но вот видите, тут 50 на 50. С одной стороны, карта Солнца. Ну, иногда мы говорим, что Солнце – это карта эго. Тут будет важно не замечтаться, потому что, ну, по Солнцу мы хотим действовать так, как мы хотим. А кто нам там что говорит, так мы не хотим точно. Но ведь не всегда наше мнение единственно правильное, поэтому себя вот страховать было бы неплохо, хотя бы рассматривая какие-то альтернативные варианты. Змея. Змея ведь это всегда что-то неожиданное из-под тишка, то, что мы не ожидали. Это могут быть и люди, то есть не все люди братья, увы, это правда. Поэтому, видимо, вам окружение причесывать придется, приготовьтесь к этому. Может быть, жизнь вас и сводит с многими людьми, но это не значит, что всем стоит доверять. Потому что змея, она всегда наблюдает. Змея – это всегда та персона, которая себя не выдает. Ведь мы знаем, что вот бросок змеи, он очень молниеносен, быстрый. Но до этого времени мы как будто эту змею и не видим. С чем это связано или с кем?
Здесь может быть какая-то помеха, которая буквально дома. Или какой-то вопрос, который вам нужно решить именно по дому. Может быть, не обязательно это, да, взаимоотношения, хотя у такое тоже может быть у кого-то. Но здесь ведь может быть буквально документальное оформление вашего места жительства, пребывания или планируемое что-то. И тут вот действительно нужно соблюсти букву закона. Может быть, и потребуется для этого время. А может быть, еще и потребуется конкретно знающий специалист, юрист, адвокат. Тем не менее, посмотрите, дом и всадник, переезд, добрые вести, получение какой-то важной корреспонденции. Буквально тут письмо и девушка-всадница с сумкой почтальона. Первая карта у нас была змея, поэтому тут может быть какое-то послание, и тут двояко. Вы, мои дорогие, можете узнать новость или получить даже какой-то документ. И вы можете, вас, короче говоря, эта бумага может поначалу, ну, как-то не понравиться. Или вы будете, может быть, и действительно узнаете о чем-то, когда вам именно этот процесс нужно довести до ума. Ну, или чего будет там касаться именно вот документы или какая-то новость или информация. То есть где-то карта с учетом всадника, она говорит о том, что вы находитесь, как знаете, в информационном потоке. Может быть, где-то это и будет напоминать информационный хаос, но, видимо, вам доведется более какое-то, исходя из информации, выудить что-то более достоверное и себе оставить или создать для себя какой-то тыл, кстати, не исключаю, где вы оградите, как будто защитите себя, так и чувствовать себя будете уверенно в завтрашнем дне, то есть более уверенно, да. Здесь нельзя поддаться какому-то импульсу, потому что если мы говорим «змея», дальше у нас именно идет корреспонденция, информация, новости. Так вот здесь ведь может быть что-то и ошибочное. Здесь может быть заведомо ложная информация. Будьте к этому внимательны, мои дорогие. Потому что то, что вы можете получить, допустим, да, или как вы можете воспринимать в первую минуту, может быть, у кого-то это вообще вихрь какой-то жизненный вас может закрутить, и информационный в том числе. Тогда успевайте, мои дорогие водолеи, отделять зерна от плевел. С чем это связано? Вот интересно. Вот смотрите, мы называем, да, вот в колоде Ленорман эту карту гроб, но здесь нам в Чаромаркете просто Анубис, да, вот в виде собаки. Это владыка подземного мира. Может быть, это тот, как образ, да, какой-то прежней истории, которая у вас тянулась слишком долгое время. И да, мы можем сожалеть по прошлому, например. Или вы можете получить такое известие, когда, кстати, вы узнаете какую-то новость, когда прежний жизненный этап закончился. И тут тысяча причин может быть у каждого. Может быть, это будет связано даже с работой, к примеру, да? Может быть, это как переезд куда-то планируемый, и вам придется что-то переиграть. Тут вот очень по-разному может быть. Но как будто ведь эта карта говорит, оставляй, отпускай. Может быть, для кого-то из вас, смотрите, тут 9 бубен, а здесь девятка червей. Это нам говорит о чем? Что 2 девятки – это всегда перемены. Поэтому тут как и новостная какая-то, знаете, как поток информации, который, может быть, я говорила, противоречивый с учетом парк. Это всегда много людей, много общения. Но, значит, змея, стало быть, нужно что-то прояснить. У страха глаза велики, когда нас, может быть, даже что-то озадачило. Может быть, и будут те моменты, которые, ну, как будто нет смысла продолжать. Потому как сама карта нам говорит, словно Анубис, да, владыка подземного мира, оставляй прошлое в прошлом. Не тяни за собой это в будущее. Я буду, ты можешь мне доверить, вот свои переживания прошлые, может быть, и прежние мечты какие-то. А вот теперь другое время, другая эпоха. Теперь нет смысла, может быть, ровно на 100% твой какой-то прошлый проект вот именно сейчас воспроизводить в реальной жизни. Может быть, вам и придется такой сложный выбор делать, я не исключаю. Но тогда Анубис обещает, как присматривать. Может быть, за тем, что когда-то составляло ваше прошлое, было вам очень дорого, но сейчас
наступает время идти вперед. Здесь уже карты говорят о том, что что-то хорошо знакомое заканчивается. Но заканчивается лично для вас в том виде, к которому вы привыкли. Перемены, мои дорогие, Уран в Близнецах. Что уйдет? В конечном итоге перемены. Опять же, еще одна девятка, третья девятка. Перемены на перемене. Перемены помогают, мои дорогие. Но вот я не сказала по этой карте, да, книга, для чего мы изучаем. Может быть, где-то и настойчиво, раз нам тут циферблат Чаромаркете прорисовал. Как будто в этом есть смысл и есть возможность, десятка бубен. Ни одно знание не бывает просто так. Благодаря знаниям вы можете, ну, или создать действительно с нуля бизнес, или вы можете запустить какой-то проект, зарабатывать денег больше, по крайней мере, финансовую историю видоизменить. Но по девятке жезлов это всегда, знаете, как хочется сказать, была какая-то серая зона, а мы как будто за этим забором. Мы чего-то не могли сделать прежде. Или так вот все время не складывались события. Так вот это уходит. Какие-то обстоятельства вокруг вас вам все время препятствовали. Для кого-то из вас сложившаяся обстановка, которая сложилась вот именно, может быть, где-то к началу мая, да, 26 апреля Уран в Близнецы входит. И тут вот тоже и у людей могут быть какие-то перемены. Это в целом будет оказывать влияние на вас. Может быть, и люди будут менять тут свои предпочтения. В конечном итоге это ваши какие-то сюжеты, дуэты, связи будут пересмотрены. Но это точно так же может совпасть карта башня. Система меняется, уклад меняется. Но то, что нас когда-то ограничивало, оно уходит. Что придет взамен? Ну, десятка мечей, что придет взамен? Первые шаги – это всегда, знаете как, мы в прошлое закрываем дверь. Поэтому, ну, наверное, сначала вычистить, избавить свою жизнь от какого-то мусора или, может быть, от грустных мыслей. Это прежде. Одна карта дополняет другую. Какая-то прежняя история, она должна быть завершена. Ты как будто вперед не пойдешь, пока ты с прошлым в некоторых позициях не наведешь порядок. Что придет взамен? Тут нужно завершать какую-то затянувшуюся историю, но аркан повешенный. Что придет взамен? Ожидание и одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на бизнес, на творчество, на профессионализм, потому что по этой карте идет рост карьеры. Уже нам показан профессионал, но как будто, посмотрите, опять же, книги. Вот Чаромаркете прорисовал, да, человек создает эти пентакли. И вот уже там достаточно над его головой пентаклей. Причем человек нам показан в дорогих одеждах, грамотный человек, стопка книг стоит. То есть он явно обладает множеством знаний. Но вот зарабатыванием, вот именно денег, он как будто бы увлекся, и уже весна за окном нам показана, да. А вот он этого всего не видит. И паутина уже опутала эти пентакли точно так же и стопку книг. Как будто пришло время пыль старины, да, смахнуть. Пришло время навести порядок в вашей жизни. Да, это карта рутины, это настойчивости, карта целеустремленности на чем-то, да. Но вот теперь как будто наступает время, что нового, если мы спросили. Вы слишком время долгое, может быть, были на вторых ролях. Или это была какая-то для кого-то из вас зависимая история, когда это вы оказались, вот по повешенному есть же такой элемент, как мы говорим, жертвенность, да. Вот ты пока эту жертвенность не прекратишь, то ты тогда вот словно вот эта паутина, она тебе мешает. И, может быть, поэтому нам заново книга и говорит освежить знания или дополнить какими-то новыми, в себя, в самого, в саму, вот это вдохновение добавить, или что вам помогает чем-то вдохновиться, мои дорогие водолеи. И это, знаете, как свежий ветер свободы. Вот вам это совершенно необходимо. Что же спешит вашу жизнь? Может быть, мчится любовь. У кого-то это может быть новые партнерские отношения, пусть это даже по работе.
Это карта искренности, верности. Но это тот человек, который нас понимает без слов. И я не исключаю, у кого-то будет непосредственно любовная история, но точно так же для кого-то это может быть именно партнерство, надежные люди. Надежные люди для вас важны, ну, наверное, точно так же и какие-то проекты, которые, с одной стороны, может быть, где-то это будет связано с людьми, окружить себя не просто, да, человек сам по себе надежный, а тот, который умеет и вас вдохновлять, хочется сказать, а не каждый раз о чем-то таком вам напоминать или упрекать. Вот все же ваше окружение, из этого ваше солнце выстраивается, мои дорогие. Из этого, видимо, даже из таких мелких факторов складывается наше счастье, по сути дела, ежедневное счастье. Да, может быть, нас не сделает это резко как-то сильнее, но дает ощущение, что мы кому-то нужны, что мы можем опереться на определенного человека, или что мы не одни в этом бушующем океане жизни, каких-то трансформаций и перемен. Но, по крайней мере, все карты говорят, что для вас это важно. Может быть, это как единомышленник какой-то. Вот я все-таки вижу, давайте назовем это именно единомышленником. Есть, значит, та персона, которая спешит в вашу жизнь. Ну, давайте узнаем, а в чем же ваша сила в мире? И, конечно, я надеюсь, что уж точно до конца 2026 года больше мира, больше гармонии будет. Сама Вселенная. Тут и планетарные, кстати, транзиты, которые, ну, может быть, каким-то образом воздействуют отчасти на сильных мира сего. Само пространство. Вот это, знаете, как невидимая территория, какой-то ореол, который окружает нашу планету Земля, стремится к миру, к покою, какой-то всеобщей больше договоренности, нежели конфронтации. Но если мы говорим, в чем ваша сила, вы умеете договориться. Даже если для вас какая-то патовая ситуация, но, видимо, вы какую-то, знаете, дипломатию будете транслировать, которая, знаете, как высшая октава. Значит, ваша сила в том, что даже где кто-то создает, может быть, предпосылки к конфликту, а вы как раз умеете, может быть, нейтрализовать что-то. И в такое наше сложное время тот человек, который, ну, приносит позитив, будем говорить, или тот, который приносит, ну, какое-то миролюбие, ведь мы его всегда с большей радостью встречаем. Хотя для вас нет ничего невозможного. В чем же опять ваша сила или что получится осуществить? Обратите внимание. Лавровый венок. Хотите славы, Водолея? Пожалуйста. Лев. Прообраз власти, мои дорогие. Хотите власти? Пожалуйста. Золотой телец. Хотите денег? Пожалуйста. Любовь. Работа с информацией, перемещение, путешествие. Для вас нет ничего невозможного. Ну, где-то основа в умении быть дипломатом. Неожиданный поворот судьбы. С чем? С кем это связано? Ух ты! Ну, я уже молчу. Два солнца. Даже если поначалу что-то идет криво, непонятно или как попало, так и хочется сказать. Просто знаете, ну, вы же сами олицетворение, по сути дела, Урана, ваш знак зодиака. И все то, что я говорила, Уран себя чувствует более комфортно в Близнецах. Так вот тут какой-то, может быть, счастливый судьбоносный поворот. А мы ведь можем, кстати, может, поэтому нам тут и так подробно описывали. Вот мы привыкли, мы сидим, да, может быть, мы о чем-то и сожалеем, может быть, мы даже не видим, что мы находимся в какой-то зависимости, да, или от чего-то, или от кого-то. Тут ведь уже нужно как-то, как будто встряхнуться, да, самому, ну и, видимо, привести в порядок собственные планы, обрести единомышленников и полный вперед. Замечательно, мои дорогие водолеи. К чему приготовиться? Ну, вообще-то это ваша карта, даже если меня смотрят девочки. Я не исключаю, что, может быть, и вам придется быть в таких более рационально-мужских энергиях. Для вас, мои дорогие мужчины, всегда эта карта статусна, это карта эксперта. Хотя карта может говорить тоже где-то о единомышленнике. У кого-то это может быть человек, который вот вы друг друга дополняете. Может быть, и человек, как вы, рожден под знаком зодиака, стихии воздуха.
или иметь там асцендент. Ну, вообще, я бы сказала, к чему приготовиться? С учетом вот этих двух карт для вас нет ничего невозможного. Все будет зависеть от того, какие вы методы изберете. Насколько, может быть, вы будете легки, как и на подъем, так и легки, может быть, на процесс обучения. Но я так понимаю, что водолеям как раз и хочется, да, как вот этот аркан нам напоминает, что оставь ты прошлое в прошлом. И этот Анубис говорит, не беспокойся. Все, что было в твоей жизни когда-то, это не более чем воспоминания, которые не имеют теперь ничего общего с реальной картиной жизни, мира. Ты просто оставь эти воспоминания мне, и я буду хранить их вечно. Ну вот так вот как-то не совсем просто все же, правда? Но очень интересно, мои дорогие любимые водолеи. Если к концу года вы вспомните это видео, не поленитесь, найдите минутку, вернитесь, черкните пару строк. Ну, может быть, и в 2027 году. Мне будет очень интересно услышать ваши комментарии. У вас какой-то особенный расклад, правда, до конца 2026 года. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.